Привет, друзья, с вами настоящий мотоциклист. Поехал я в отпуск по Калифорнии покататься. Вот к вопросу о том, как в Калифорнии люди ездят. Как видите, поток весь бодро так херачит 90 миль. Вполне это нормально для них. Это к вопросу о том, что типа, о, ты тут по России гоняешь, а в Америке типа все законы все соблюдают. И ты тоже будешь? Ну да, я буду что-то соблюдать, конечно. Но вот смотрите, тут и местные нормально ездят. Так вот, что хотел сказать по поводу особенностей местного движения и местного парка. Ну вот на хайвеях не очень, а в городе прям очень бросается в глаза огромное количество всяких электрических автомобилей, гибридов. Ну, электрических, понятно, сейчас модно, а вот приусов тут всяких разных, достаточно старых, прям огромное количество. И специфика в том, что у нас вот, например, этого приуса хрен встретишь. И к приусам такое отношение, ну и здесь на самом деле тоже. И у нас, типа, что это вообще такая машина, прям какая-то чудовищно задротская. Я вот прикола ради решил взять на прокат этот приус. Поездил на нем 2 дня. Ну да, он, конечно, не едет ни хрена. То есть прям совсем печально. Если ты хочешь на нем как-то там погазовать, агрессивно поездить, конечно, ничего не получится. Но он на самом деле охренительный, реально охренительно экономичный. Он вообще бензин не ест. За эти 2 дня я там не то, что там ничего не сожрало, даже не сдвинулась эта отметка о том, сколько бензина в баке. Люди, я не могу сказать, что здесь дорогой бензин. Здесь бензин на самом деле дешевле, чем в России. При том, что люди здесь зарабатывают намного больше. То есть удельная стоимость бензина относительно дохода здесь получается вообще копеечная. Здесь куча народу ездит на тачках, которые жрут просто прорву бензина. Здесь нет никаких налогов на мощность. Кстати, принципиальное отличие. Вообще нет транспортного налога, ну то есть он как бы есть, он заложен в стоимость топлива. Что по-честному, да, у меня может быть 100 тачек, но если я езжу только на одну из них в один момент времени, я плачу справедливо, да, в отличие от того, как это у нас сделано. Хочешь не хочешь, плати, даже если у тебя машина стоит. Здесь ты платишь только ежегодный какой-то взнос за продление регистрации, какой-то, ну, такой совсем копеечный. От штата к штату он различается разный, но вообще копейки. Почему же здесь столько народу ездит на этих приусах? Как вы думаете? Вот мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, у меня свое, конечно, тоже есть. И почему совершенно никто не ездит на этих приусах у нас, при том, что эти машины, они считаются офигительно надежными, они действительно достаточно надежные, то есть там как бы, ну, достаточно дорого стоит, если какая-то проблема с батарейкой случится. Но на самом деле проблемы с батарейкой случаются крайне редко. И вот когда у BMW электрический скутер появился, я вот эту тему с батарейками немножко поизучал, вот, поскольку инженеры BMW сказали, что как бы гарантия на эту батарейку вообще не вопрос, там 5 лет сразу, а на самом деле могут дать и 8 без проблем. Так вот, этих приусов, в общем-то, тоже батарейки эти достаточно надежные. Так почему же у нас никто не ездит на приусах? Почему у них там, у них тут, вернее, да, столько их ездят? Почему у нас столько вот этих вот дрочил, которые начинают чуть что сразу, да ты не нарушай, езди по правилам, которые видят, что у меня там на спидометре на 30 километров больше, чем можно, начинают на говно исходить. Почему они тогда на приус не садятся? Вот объясните мне, почему? Я даже посмотрел специально, можно в России купить приус. Продаются, но никто не покупает. Вот загадка. А так, на самом деле, общий уровень вождения здесь гораздо выше. Люди ездят аккуратно. Здесь высокий уровень такого, ну как сказать, уважения, что ли, позитива на дороге. Народ приучен друг друга пропускать. Народ
никакой агрессии не проявляет, что принципиально важно, да, потому что вот ты едешь по Москве, все всех ненавидят. Здесь как-то все достаточно дружелюбно, все всем улыбаются. Если ты где-то на светофоре остановился, поймал взгляд человека из другой тачки, он тебе улыбнется, может помахать рукой, может поздороваться, если это прям вот соседняя машина и у вас в обоих окна открыты. Как бы, ну, абсолютно это нормально. Здесь люди друг к другу как-то относятся гораздо позитивнее. И вот на мотике, когда едешь, например, двигаются, пропускают. Если ты выезжаешь в междурядье, тут, кстати, междурядье в этом штате, междурядье не просто законно, оно прям обязательно. То есть, если пробка, то ты обязан ехать по междурядью. И это тоже, я считаю, правильным, да. Так вот, когда ты въезжаешь в это междурядье, люди раздвигаются. Когда ты едешь по какой-нибудь дороге, где по одной полосе в каждую сторону, и если ты их обгоняешь, они двигаются, причем двигаются заранее, стараются сделать так, чтобы ты проехал на этих всех многочисленных стопах, да, тут перекрестки такие, на них надо всем останавливаться. Кстати, с точки зрения логики, кстати, правильная штука, мне кажется, гораздо безопаснее, когда такие перекрестки везде. Так вот, пропускают мотоциклистов тоже, когда видят, что ты на мотике. Ну, понятно, что тебе стоять не так удобно, как в машине. Все как-то человечнее, что ли. И ездить здесь гораздо приятнее. Уже хотя бы просто потому, что здесь сезон, сука, круглый год. Вот сейчас 23 декабря. 23, мать его, декабря. Посмотрите, какая вокруг погода. Вот прям самый идеал. Не жарко, не холодно, и держак хороший, и не продувает, и можно нормально, комфортно одеться, чтобы и когда слезаешь с мотика, тебе не жарко, и когда слезаешь с мотика, тебе не холодно. В общем, прям вот супер отлично. Круглый год бы такая погода была, я бы вообще был бы счастлив. В общем, прекрасное место. Если вы вдруг когда-нибудь окажетесь в Калифорнии, я вам очень рекомендую. Напишите, кстати, мне, я вам подскажу способ, как здесь арендовать дешево мотик. У меня товарищ здесь этим занимается и с удовольствием, я уверен, вам поможет. Пишите, расскажу, чтобы это не выглядело как реклама. Ну, а с вами был Настоящий Мотоциклист. До новых встреч, друзья. С наступающим вас Новым годом. Пока-пока.